Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня. Что вас удивит? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем будущее и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы получите. Я же хотела бы вас пригласить на свой сайт. Там есть разные статьи по психологии и планетарные гороскопы в том числе, и по китайской астрологии. Оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, я думаю, подсказок будет больше. Мы с вами идем дальше. 4 карты. События ближайшего будущего, 10 дней, уже не за горами. С чем это будет связано? Каковы сами по себе либо события, чему придется больше уделять внимание, может быть, и сфера жизни, которая выйдет на первый план. И на карте Таро достанем первую карту. Что вас удивит? Удивит — это когда мы чего-то не ждем, да? Вот что же это такое может быть? Или с чем это будет связано? Вторая карта — это как ключевое событие или неожиданность. То есть с позиции того тоже где-то то, что мы не совсем предполагали. Может быть, человек вам что-то скажет, или появится неожиданно, или вы услышите что-то, как ключевое все равно событие, и это новая точка отсчета, что-то знаковое более. И к чему это все идет, для чего все это нужно, достанем третью карту. И по энергиям смотрим. Энергия ваших достижений – это сфера работы, у кого бизнеса, у кого учебы, у кого-то, может быть, решение домашних вопросов. И вторая энергия денег, энергия любви и личной жизни. Что же там в событиях? Прочный союз, нечего добавить. И, кстати, это у нас как туз-треф, словно по судьбе. Есть в вашем окружении те люди, которым точно следует доверять, или которое сотрудничество, которое должно быть продолжено, мои дорогие. Может быть, это и касается личной жизни. Я такое допускаю. И важные разговоры. Может быть, вы вашу дружбу или отношения захотите перевести на новый уровень. Но это точно так же может касаться деловых вопросов. Но, значит, есть та персона, которая вам либо помогает, либо, ну, как-то участвует, может быть, в ваших достижениях или за вас переживает. Вот такое тоже бывает очень важно, когда мы придем, к примеру, даже домой, и нам есть кому сказать, поделиться радостью. Как может человек разделить печали, так и искренне вдохновиться нашими успехами. Это, пожалуй, вот вторая часть этого, она наиболее сложна, потому что не всегда. Все охоть-ахоть умеют, правда? Ой, как плохо там говорить. Но вот искренне порадоваться способен не каждый. У вас есть такой человек. Значит, какой-то союз вам принципиально важен. Вот кто-то будет делать выбор. Эта карта «Саркофаг» называется. Кстати, по этой карте и не случайно изображен Анубис. Это владыка подземного мира. И нам говорят, отпускай какую-то прежнюю ситуацию, которую ты не можешь изменить. Или не привлекай, не реанимируй, как будто заново то, что пытается уйти из твоей жизни. И у каждого из вас своя какая-то больная тема из прошлого. Мы все вернулись из прошлого. И, может быть, в чем-то мы израненные люди. Но, тем не менее, есть то, что опасно ворошить. Оставьте прошлое в прошлом. Анубис зорко наблюдает и хранит все то, что тебе когда-то было дорого. Но наша задача выйти уже из каких-то ситуаций, которые мы не можем коренным образом изменить. Все то, что для вас значимо, или все то, что может быть продолжено, то, что может служить вам прогрессом, мои дорогие стрельцы, оно с вами остается. Но есть и то, оно уже как бы в вашей жизни не присутствует. Может быть, это те факты у кого-то по личной жизни, может быть, у кого-то разочарование, все-таки не случайно пентакли, да, ведь Анубис буквально хранит какие-то богатства, может быть, богатство, сбережения, имеется в виду какой-то даже
К примеру, был проигрыш, минус по финансам, но что случилось, то уже произошло. И на пороге совершенно новые возможности. А если мы заново, снова и снова какую-то пытаемся повторить ситуацию, или мы повторяем какие-то прежние методы, вряд ли это сработает. Карта обещает, что если мы быстрее от этих уз прошлого освободимся, значит, мы быстрее отстроим какое-то счастливое будущее. Убери сожаление, в принципе, из своей жизни. И буквально возможности придут в твою судьбу. Давайте откроем следующую карту. Исполнение желаний вообще-то. Очень интересно и циклично. Предыдущая карта «Саркофаг». Она как раз и говорит, как, знаете, своеобразная реинкарнация или инициация. И часто бывает, что, столкнувшись лицом к лицу с серьезными изменениями, или у кого-то болезнью, мы как заново начинаем ценить важные аспекты нашей жизни. Это между прошлым и будущим может кто-то из вас чувствовать вот период этих 10 дней. Эта карта может означать окончание того, к чему мы привыкли или считали чем-то своим правильно незыблемым. А на пороге следующая карта нам говорят уже перемены. Нет смысла уже о чем-то сожалеть, мои дорогие. Уже теперь будущее стоит у причала дня сегодняшнего. Поэтому итоги вы можете подводить, да. И если, к примеру, даже по личной жизни у кого-то была утрата, буквально человек ушел из жизни, я такое могу допустить, а вы еще во власти воспоминаний, а нам говорят, твоя задача продолжать жить. Окончание того, к чему мы привыкли или считали чем-то своим правильно незыблемым. А на пороге следующая карта нам говорят уже перемены. Нет смысла уже о чем-то сожалеть, мои дорогие. Настал период осваивать новые горизонты. Но для этого нужно подготовиться. Поэтому правильная работа с информацией, совершить переезд, путешествие или рассмотреть новые для себя хотя бы горизонты, расширить горизонт вообще общения, пересмотреть, может быть, свое окружение, как вблизи, так и вдали. Эта карта дает вот именно перемены и добрые возможности. Не застрять вот в этом саркофаге. Помните, что Анубис сохраняет все ваши воспоминания. Вот предоставьте прошлому остаться в прошлом, чтобы оно больше не терзало вас. Вот почему-то так. Вот посмотрите, что у вас тут на пороге. 20-й аркан – это карта сада, это карта общения, это когда много контактов. Тут как бы и люди пытаются, может быть, войти в вашу жизнь. Может быть, у кого-то это связано, ну, как вы меняете работу, или вы находитесь как в новой среде, среди новых людей. К вашей персоне будет обращено внимание. Здесь могут вас куда-то и пригласить на какую-то вечеринку, на какой-то праздник. Здесь вам, может быть, и дружеская какая-то встреча, чаепитие, почему нет? Самые разные. Вот как будто нужно соглашаться. Это карта публичности. Я могу также допустить, что у кого-то знакомство посредством интернет, которое, ну, по крайней мере, в эти 10 дней на данный период времени может символизировать как будто что-то новое, действительно, как надежное. Но будьте внимательны, мои дорогие. Тут все-таки интернет – это интересное место, но это еще и место опасное, поэтому замечтаться мы не можем. Но посредством интернет, к примеру, стать популярным, если, как я говорила, заявить о себе, или о том, что вы умеете делать хорошо, стать популярным, может быть, через вашу деятельность. Или, в принципе, для тех, кто в какой-то затянувшейся паузе сейчас находится. Да, быть аккуратным, но вот горизонты общения, может быть, запланировать это путешествие, искать через интернет, как осваивать новые культуры или понимать, куда мне хочется отправиться. Одним словом, все, что касается или приносит вам вдохновение, это вам буквально помогает. Но и, видимо, опыт прошлого вам дает правильные подсказки, от чего-то вас уберегает. Давайте мы посмотрим, что вас удивит. Тройка пентаклей. Реальная работа. Может быть, реальные возможности по части работы. Но тройка пентаклей, мы всегда сдаем экзамен. Это своеобразный переход между прошлым и будущим. Нам снова говорит карта, и это по части заработка, по части работы. Вас
Может вам поступить предложение, когда вам необходимо обучиться, получить какой-то сертификат или документ. Это может удивить. Вы можете как раз этот экзамен с успехом преодолеть и достаточно быстрее или проще, чем вы бы это могли себе думать. По этой карте мы можем и сами себя удивить, заинтересовавшись каким-то новым направлением и начав изучать, может быть, даже что-то онлайн. Впустите все то, что касается будущего или изучения того, что для вас непознанное. Это раскрывает перед вами, мои дорогие стрельцы, совершенно новые палитры возможностей, как краски жизни играют вот всеми, наверное, красками, а не только вот те краски, которые изображены на карте саркофаг. И не случайно аркан корабль, какие-то новые возможности пытаются не просто войти, а ворваться в вашу жизнь. Здесь может быть такое сообщение, которое вы можете отказаться, кстати. Это было бы не совсем правильно. Подойти с каким-то научным подходом вам рекомендует тройка пентаклей, но точно не отказаться. И вполне вероятно, это предложение по работе. Поначалу вы можете даже подумать, а я в этом не специалист. Или вы, допустим, ищете даже место работы, или хотите поменять. И вам может поступить предложение не совсем из той области, где вы прежде работали, не совсем то, к чему вы привыкли или себе ясно представляете. И тоже будет важно не отказаться. Кто знает, то, что к нам приходит и иногда кажется, ну как-то так, серо, непонятно, по-дурацки, в последующем может стать шикарным продолжением. Ни разу возможности не приходят так, как мы этого ожидаем. Будьте готовы к этому. И это как начало. Нам ведь карты сказали, что прошлое пытается само, словно от вас оттолкнуться. Интересно, что же за ключевое событие, а ведь правда? Очень важно вам от чего-то не отказаться. На пороге финансового успеха, какого-то материального успеха, изучая новые технологии, кто-то из вас вполне, с учетом аркана корабля, допустим, как вторичный доход, научиться работать посредством, может быть, интернет, или научиться рассмотреть такие варианты работы из любой точки мира, особенно если вы хотите путешествовать, перемещаться, быть более свободным, легким на подъем. Вот кому это интересно, определенно есть смысл что-то продумать, и у вас, главное, получится. Здесь вот смотрите, как будто переход, да, ключевое событие деньги, будем говорить, и какой-то жизненный экзамен. Вот как я говорила, между прошлым и будущим. По сути дела, повторяют карты Таро, о колоду Ленорман. Так вот, быстрый переход от тройки – это когда мы еще ученик, или когда мы тот ученик, который сдает экзамен, буквально до финансового успеха. Вам может, кстати, какой-то человек дать дельный совет. Все-таки это шестерка пентаклей, и это как помощь высших сил. Помощь конкретного человека. Если, к примеру, у вас какая-то ситуация по необходимым платежам стала на стопор, потому что вы не можете совершить платеж или задерживаются ваши деньги, у кого-то так банально проиграется, то тогда есть тот человек, который вас может выручить деньгами. Это может быть даже та персона, на которую вы меньше всего рассчитываете. И по этой карте все равно, вот, наверное, вот есть вот этот союз. Или тот человек, на которого вы можете опереться. Но тут словно высшие силы за вас. Не упустите, мои дорогие стрельцы, какое-то важное событие или важную персону, важную возможность, когда вы можете обучиться или когда вы можете решить вопрос по финансам. И к чему это все идет? Король Пентаклей. К стабилизации очень многих вопросов в вашей жизни, как и по личной жизни. Иногда эта карта символизирует наших близких, супругов, например, или партнера, пусть у вас еще даже отношения не оформлены. Иногда это родственники проходят, иногда это ключевые персоны, у кого-то банкир. Или, те люди, которые имеют статус и прочно стоят на земле. Это может быть, как мы с вами сказали, стать популярным или сменить свое окружение, оказаться на новой ступени иерархии. И это тоже для вас возможно. У каждого свои задумки на будущий период, но если вы что-то переложите именно
в разряд рационализма и материализма. Обратите внимание, все 3 карты пентаклевые. То для вас совершенно новое качество жизни откроется. И многие вопросы, вот как, знаете, все расставить по местам. Навести порядок в собственной жизни. Объединить, может быть, то, что находится между разумом и сердцем и надежными людьми в реальной жизни. Но для этого самому надо быть где-то реалистами. И у вас так складываются энергии. И я так вижу, нет для вас ничего невозможного. Тут вам как пространство может открывать нужные двери, или какие-то люди будут встречаться. На первый взгляд мы ведь можем подумать, а нет, мне это не надо, и от чего-то отказаться, или кому-то сказать, а нет, я занят, у меня сейчас тут другие дела, я сначала должен выполнить то-то и то-то, к примеру, да? И вот эту возможность мы больше не получим. Где-то, кстати, саркофаг тоже об этом говорит. Возможность часто похожа на колесо фортуны. И вот пусть у вас не выпала карта колеса фортуны, но тем не менее, тут о чем-то подобном нам говорят карты, потому что момент перехода по 3 пентаклей присутствует. Так вот, колесо фортуны имеет цикличность. На то оно и колесо. Сначала оно идет наверх и достигает какого-то пика, а потом следует спад. Так вот, вы сейчас взбираетесь на этот пик, а потом последует спад. Поэтому чего-то не упустить, мои дорогие стрельцы. Сфера ваших достижений. Ну вот и правда, посмотрите, что-то неизбежно завершается. И саркофаг, и 13-й старший аркан. Вы сейчас находитесь в моменте трансформации. И закрывайте прошлую дверь. Не пытайтесь как в реку войти дважды. Если, к примеру, даже какой-то человек не откликнулся, вот вам интересно, а отдачи, взаимного энергообмена нет. И пусть это у кого-то будет касаться руководителей, или то, что вы отправляли резюме, например, да, и вы ждете, и все, ответа нет. И тогда тут нужно действовать самому и как-то по-другому. Может быть, и прояснить, отправившись в конкретную организацию, если это территориально возможно. Тут нужно максимально что-то прояснять. И это будет то, от чего вы можете оттолкнуться. Но не пытаться заново что-то, да, сделать. Или то, что вас к какому-то минусу прежде привело, не думать, что «а дай-ка я попробую еще раз». Скорее всего, вы просто можете потерять время, а будущее уже на пороге. Отпускайте действительно так, а по деньгам принцесса кубков. Здесь какие-то новые возможности, но и принцесса – это, безусловно, хорошее настроение. И нам ведь вверху карты сказали, что деньги есть и деньги могут быть, причем в другом эквиваленте. Но от вас будет зависеть, как вы готовы действовать или насколько вы готовы впустить новые какие-то, может быть, даже и технологии. Потому что принцесса – это мы всегда что-то изучаем. Мы осваиваем как новую какую-то стезю или сами себя адаптируем к переменам, а у вас перемены уже на пороге. Но где-то карта подсказывает, если ты будешь, стрелец, заниматься тем, что тебе приносит вдохновение, ведь это карта вдохновения, то тебе это принесет и деньги. И, наверное, не случайно. Принцесса держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. И рыбы – это, мы знаем, даже знак, да, сам по себе. Знак, он показывает двух рыб, которые плывут в разные стороны. И это означает, с одной стороны, у кого-то путешествия, переезды, или когда вам захочется вот этих перемещений, ну тогда нужно продумать какой-то финансовый вопрос. Но и с другой стороны, рыбы – это деньги. Но это все в каком-то совершенно новом ключе. Энергия личной жизни. Будь готов к некоторым, может быть, и неожиданностям, но твоя задача – выстроить даже из этих неожиданностей какой-то очень прочный фарватер. Карта марафонского забега. Здесь, может быть, все же мы смотрим на личную жизнь, но хотя рыцарь Пентакли – это больше инструкции и детализация. Возможные отношения нужно переводить на новый уровень, или вы задумаетесь об этом. Или какой-то надежный человек, друг, и, скорее всего, вот это должно быть продолжено. Причем на долгий период времени. Может быть, отчасти нам говорят, что бойся в личной жизни людей, которые заинтересованы в тебе.
Ведь очень многое строится на искренности. Но и не отталкивай некоторых персонажей по первым или на первых порах, на первых шагах, потому что человек для чего-то пришел в твою жизнь. Ты разберешься шаг за шагом. Не выноси быстро каких-то вердиктов. Особенно, к примеру, если это касается интернет-знакомств. Как-то материализируй, переведи в более реальную плоскость. Проверь для начала. Может быть, это и у вас, мои дорогие стрельцы, и есть какой-то человек, который, как отношения, длятся долгое время, но все ни шатка и ни валка. И тогда карта будет говорить: наверное, в эти 10 дней пора все расставить по местам. Ты не должен долго ждать. Ты не должен быть заложником каких-то отношений или, может быть, хотя ни одна карта об этом не говорит, но я могу допустить, поскольку две карты, как 13-й аркан, так и саркофаг, что от чего-то вы можете отказаться. Поэтому если словно кто-то водит за нос или, как мы говорим, качелеобразные отношения, как заложниками держит нас, самое время подумать, а так ли уж это важно вам, потому что взамен каким-то несостоявшимся отношениям или взамен двойственным вот этим, да, когда мы как заложники, опять же, становимся, мы это отпустим, мы от этого откажемся. И тогда на нашем пороге будет совершенно другой союз, более надежный и более счастливый. В любом случае, все то, что вам не нужно, мои дорогие стрельцы, само пытается от вас оттолкнуться. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я же вас благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.